Всем привет! Сегодня расклад без вариантов и посмотрим твои проекции. Что ты ненавидишь и в чем это ты? И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу расклад найдем. Начнем. Ну, смотри, тут вот прям четко все вылезло, даже трактовать не нужно. Первый вопрос, что в людях тебя бесит больше всего, тут даже, говорю же, все понятно. Тебя люди бесят, которые вот, я бы назвал их как святоши. Вот реально. Это вот, знаешь, которые вечно правы, которые всех вокруг судят, оценивают и приговоры раздают. А при этом сами сидят, как говорится, в какашках, да? Как будто весь мир на них нападает. Это, знаешь, такие люди, которые вот постоянно другим указывают, как жить, да, вот это правильно, вот это неправильно, это некрасиво, здесь косяк, там и здесь недоработка. То есть вечные судьи, вечные эксперты по чужим жизням, а у самих жизнь, как мягко сказать-то, в какашках. И параллельно они, знаешь, вот чуют что, если ты им начинаешь что-то говорить, да? Она сразу: «А чего вы на меня наезжаете?» Никто даже слова, наверное, еще не сказал, а они уже в позе ежа. Щетина наружу, всем покажу, что меня не пробьешь. Вот это сочетание тебя и выводит. То есть, когда человек судит других направо и налево, а сам при этом, ни грамма критики не принимает. Когда раздает всем подряд оценки, да, оценивает всех, а в ответ ждет только вот «хвалите меня семеро». И ты такая смотришь на таких и думаешь, какое же это лицемерие, какая же это наглость. Типа судишь всех, а сама хрупкая, как стекло. Тыкнешь пальцем в чужие недостатки, а свои даже, как говорится, в своем глазу бревна не видишь. И вот эти люди, они тебе постоянно встречаются. На работе, в семье, среди знакомых. И каждый раз тебя вот корежит от вот этой несправедливости, а вот от вот этого вот двойного стандарта. И ты злишься на них. Иногда даже ненавидишь, я бы сказал. Думаешь, как так можно? Нет же у них права судить. Пусть сначала на себя посмотрят. А они не смотрят, нет, они продолжают. И тебе от этого плохо. А знаешь, почему тебя так сильно цепляет? Потому что вот это как раз и есть зеркало. Чистое, честное зеркало. Ты сейчас на меня разозлишься, но ты сама такая. Понимаешь? Ты тоже судишь постоянно и себя, и других, и жизнь. В твоей голове вот этот вечный суд идет, который выносит приговоры без остановки. И ты тоже защищаешься от любой критики. Вот сейчас ты на меня начинаешь злиться. Вот оно, вот. От любого намека, что ты не идеально, ты отмахиваешься и напишешь мне под этим раскладом «это не я». У тебя сразу стены, сразу объяснения, сразу «вы меня не так поняли». Бесит в других то, что прячешь в себе. Запомни это раз и навсегда. Так почему же это на самом деле-то про тебя саму? Смотри, внутри тебя живет такая вот королева. Яркая, страстно, уверенно, которая хочет за собой вести, хочет, чтобы ее слушали, главной хочет быть. Президентом мира хочет быть. А ты ее душишь. Вот каждую секундочку, каждый день, каждый час ты не даешь ей высунуться вообще.
Потому что тебе сказали, что это плохо, что нельзя так хотеть, что нормальные люди, как говорится, вперед, сломя голову, не рвутся. А еще твое любимое из детства, это знаешь, что такое вот? Не твое любимое, а то, что тебе говорили. Скромность девочек украшает, а выскочек никто не любит. И ты поверила, ты запихала свою внутреннюю королеву в подвал. Вот есть замок, да, а ты ее в подвал захерачила. Ой, извини, увлекся. Закрыла, на замок заперла. И видела, что ее нет, но она-то есть. И она хочет наружу. А ты думаешь, а где эта ружа-то? И знаешь, вот эта энергия, вот этой королевы, она же никуда не девается. Ну, никак ты не можешь свое истинное «я» запереть и ничего, как говорится, так сказать, и она там умерла. Нет, она выход ищет и находит его в осуждении других. Знаешь, как это работает? Ты видишь человека, да, который ведет себя как лидер, уверенный, такой весь громкий, который внимание забирает на себя, а тебя-то это бесит. Почему? Потому что он делает то, что ты себе запретила. А позволяет он себе ярким быть, а ты нет. А он берет то, что хочет, а ты терпишь. А он не стесняется своих амбиций, а ты свои закопала. А он миллионер, а ты тоже хочешь, а ты не можешь, а амбиций-то нет. И вместо того, чтобы признать, там, я тоже этого хочу, да, ты начинаешь его судить, выискивать вот эти недостатки. И себе доказывать, что он не такой уж и крутой. Вот это и называется проекция. Ты ненавидишь в других то, что не даешь самой себе. А защита включается, когда кто-то подбирается слишком близко к правде, когда тебе намекают, что ты тоже хочешь власти, что ты тоже там признания хочешь, хочешь любви толпы, хочешь, чтобы тебе завидовали. А ты сразу в оборону: нет, это не про меня, я скромная, я не такая, я вот такая вот живу посредством. Сразу скажу, такая, еще как такая. Просто ты боишься этого признать. Ты трусишка. Потому что если ты признаешь, придется что-то с этим делать, да? Придется из тени выходить, рисковать придется. А пока ты других судишь, да, там, хейтерствуешь, вот эти все вот эти делишки делаешь и сама защищаешься, можно ничего не менять, да? Безопасно, привычно, но мертво. Что будет, если ты примешь эту часть себя? Ну, смотри, тут самое вкусненькое. Когда ты перестанешь с собой бороться, когда выпустишь эту королеву из этого долбанного подвала, случится переворот. Ты победишь прям публично, ярко и красиво. И причем не в войне с кем-то, да, а в своей собственной жизни ты победишь. Ты займешь то место, которое тебе положено. Ты перестанешь в этом сером углу сидеть и начнешь быть в центре. И люди смотреть на тебя будут и слушать тебя, и за тобой идти не потому, что ты их заставила, или там ты подковырнула что-то, да, а потому что наконец-то собой стала. Вся вот эта энергия, которую ты сейчас тратишь там на осуждение, на хейтерство, на защиту, на зависть, а ты завидуешь, завидуешь. Сознательно ты говоришь, я не завистлива, на самом деле завидуешь. А почему они на Мальдивах, а я нет? А почему они себе машину купили, а я нет? Понимаешь? И вот эта вся энергия, она пойдет в дело, только уже на себя, а не жить чужими жизнями. Там на творчество, на проекты, на отношения, наконец. Ты сейчас без отношений, сразу говорю. Вот ты как раз и станешь магнитом для хороших вещей, для хороших людей. И знаешь, что самое крутое? Ты перестанешь бесить сама себя. А это очень главный бонус. Сейчас ты живешь в постоянном напряжении. Хочешь одного, делаешь другое, мечтаешь о признании, а сама прячешься. И внутри война, которая никогда не заканчивается. И вот когда примешь свою огненную часть, вот эта война, она закончится. Мир наступит.
внутренний, настоящий и вкусный. И ты станешь женщиной, которую ты сейчас в других критикуешь. То есть уверенный, страстный, который не извиняется за свое существование. И ты перестанешь судить, потому что судят те, кто сам себя не принимает. Запомни это. Когда с тобой все хорошо, с собой, да, другие тебя перестают раздражать. Они просто есть, живут свою жизнь, там что-то делают, а ты свою, тебе до других будет все равно. Вот это и есть свобода. Настоящая, а не та, про которую говорят. Понимаешь? А которую чувствуют. Вот и выпусти королеву, хватит держать ее в заперти. Она же твоя, она же ты, и она трон заслуживает. Если в проживании арканов это все прорабатывается в императрице.